Всем большой привет, с вами Ирина Дримы, и наконец-то на канале свежий ролик из Дубая. Сегодня я покажу всякие разные женские штучки и самую необычную косметику. Начать я сегодня хочу с вот этих прекрасных резинок из эко-кожи. Очень красивый аксессуар. Я вообще в восторге от таких резинок тряпочных. Они очень бережно относятся к волосам, и у меня никогда не выдираются волосы, когда я ношу мягкие резинки. Я покупала эти резинки за 150 рублей. Это просто находка. Вы видели в каком-либо магазине масс-маркета подобную резинку из эко-кожи за 150 рублей? Мне кажется, просто таких цен нигде не найти. Это примерно $2. И чтобы вы понимали, я у одного продавца заказала сразу две. Вот такую горчичную. Я всегда говорю горчичный цвет. Всегда путаю этот цвет с коричнево-рыжим. Не знаю, почему с кирпичным. Я не специально. Мне кажется, такие резинки просто нереально дополняют образ. Вот, например, даже сейчас можете посмотреть, как классно резинка смотрится. Особенно летом не особо поносишь эко-кожу на себе, там кожаные брюки, и вот такой классный кожаный элемент будет очень круто разбавлять образ. У этого же продавца были резинки из такого прикольного атласного материала, шелкового, что-то вроде этого. Я думала, в отзывах в основном были вот эти кожаные резинки, я думала, что атласные тоже такие же объемные придут. В общем, ожидала еще такую бежевую красивую резинку. А мне пришло вот это. Вы не представляете, как я расстроилась, потому что я уже давно хочу себе красивую такую бежевую классную резинку. Ну и вот снова я получила вот такую непонятную тряпочку. В общем-то, прикольно смотрится, особенно если вы не хотите какого-то супер объема. Но я именно заказывала с расчетом на объем. Но что поделать, в принципе, за $1 ничего страшного. Вот такая вот у меня резиночка получилась. Но если сравнивать, конечно, вот это и вот это, небо и земля. Такое себе. Думаю, что если ты продаешь совсем разные резинки из разных опер, то нужно делать и разные страницы на них, а не продавать все на одной. Далее я заказала вот такие 6 резиночек, которые прикольно тянутся. Мы начали с резинок, да. Вообще, мне кажется, резинки — это такая вечная проблема. Я тут начала тестировать ТикТок и недавно записала ТикТок в духе про резинки. Резинки вечно теряются. Я тот человек, который покупает пачками их, и вечно куда-то они исчезают. И раньше я думала, что дело в большом доме, в котором я живу, но оказалось, что нет. Когда я живу в однокомнатной какой-нибудь квартире, они точно так же теряются. Здесь 6 резинок, которые вот с такими сборками. Мне кажется, эта резинка даже выглядит симпатичнее, чем вот эта. Хотя, конечно, на любителя. Здесь зато 6 цветов есть. Я вообще не ожидала, что за такую крохотную цену можно получить аж 6 резинок. Я такие же хотела приобрести в H&M, но когда увидела стоимость 600 рублей, я подумала: спасибочки, за 3 резинки 600 рублей я не буду отдавать, отдам лучше вот 200 рублей за 6. Резинки хорошо тянутся, самое главное их преимущество, то что они не рвутся, они держат свою форму очень долго, особенно если вы не будете часто носить такие шелковые резинки на руке, тогда у вас они продержатся еще дольше. Шелковые резинки обычно цепляются за какие-то предметы, и из-за этого на них образуются потертости. После носки долгой на руке возможно то, что у вас они станут матовыми, потертыми и уже будут, естественно, не такого хорошего вида. И дальше у меня еще одна резинка тоже за 200 рублей, и она вот такая огромная. Внутри здесь маленькая резинка, и, естественно, этот материал не держит форму. Он, как видите, вот так вот опускается, как тряпочку. Чего стоит ждать за 200 рублей? Я думаю, что если такую же резинку поискать рублей за 500, то материал будет стойкий, возможно, там будет какая-то проволока, чтобы создать прям большущий эффект. Я очень люблю стиль гламур, и мне нравится как раз-таки в качестве элементов гардероба ободочки, резиночки, всякие разные заколочки. Это прям моя тема. И пока я буду открывать посылку от бренда Floraris, это необычный бренд косметики, я хотела бы с вами поделиться тем, что на данный момент я стремлюсь к тому, чтобы показывать вам только качественную одежду здесь с AliExpress, по крайней мере, очень стараться выбирать качественные бренды, и косметика
косметику минимизировать, потому что я вижу, что вам это не особо интересно. Но этот бренд косметики я взяла на рекламу по 3 причинам. Первая причина — это то, что у меня в Дубае закончился мой любимый тональный крем, и на данный момент у меня тупо его нет. Вторая причина — это то, что эту косметику еще не обозревал ни один русскоязычный блогер, и мне стало интересно в качестве первых попробовать ее. И в-третьих, она необычная и очень популярна в Китае, а также и в других странах. У них была даже закупленная реклама на Таймс-сквер. Коробочка уже вот такая красивая. Первый раз открываю вместе с вами, и на данный момент прямо в камеру краситься я не буду. Вы увидите мои сейчас первые эмоции от открытия всех этих коробочек, но пользование я запишу уже отдельно, так как сейчас у меня есть макияж. Этот бренд ценится традиционной китайской своей культурой, то есть их традиционная культура передается в форме этой косметики. Но это вы увидите дальше. Они извлекают из живых цветов эссенцию и внедряют ее в каждое свое косметическое средство. Тем самым каждое средство супер питательное и с прекрасными ароматами. Это мы сейчас проверим. И давайте начинать с кушона и приступаю делать свой традиционный такой корейский китайский макияж. Кушон есть у них 2 видов, обычный и а-ля CC крем, такой вот супер питательный для очень чувствительной кожи. Я обычно такими и пользуюсь, но не всегда кушон мне подходит. В Азии вообще не принято пользоваться тональными средствами, обычно все и в Корее, и в Китае используют кушоны. Это то же самое, что пудра, только внутри идет тональная основа, и вы такими похлопывающими движениями наносите себе это тональное средство, которое внутри, на кожу. Вот такая прекрасная упаковка, и кушон особо не отличается какими-то прямо шикарными дизайнерскими элементами, но все же, как вы можете заметить, он выглядит очень красиво. И даже внутри, вот перед открытием, покажу вам, здесь у нас летит стрекоза и изображены цветочки. Этот рисунок выпуклый и безумно эстетичный. Здесь удобное зеркальце, в которое вы можете, смотря, сразу нанести свой макияж или поправить его в течение дня. Достаточно весомые упаковки и выглядят очень дорого. Далее у этого магазина появится интернет-магазин для россиян, но также вы можете заказать эту косметику через интернет-магазин. К каждому такому обычному кушону идет, конечно же, дополнительная вставка. Когда у вас заканчивается здесь кушон внутренний, высыхает, или, допустим, вы уже все использовали, вы вставляете новую капсулу внутрь этой упаковки. И далее можете покупать только капсулы. Я так предполагаю, что CC — это капсула, которая будет вставляться внутрь, или же это отдельный кушон. Давайте посмотрим. CC выглядит попроще, но он такой розовенький, симпатичный, и я обязательно оставлю свой отзыв об использовании текстом, ну и вы видите, как он уже лег у меня на кожу. Gorgeous Peach Blossom Powder. Здесь, по идее, должны быть изображены пионы. И я хочу обратить ваше внимание, что это пудра без талька, что говорит о безопасных ингредиентах и качественном составе. Пудра выглядит вот так. Сейчас я сниму с нее, по крайней мере, верхнюю этикетку. Чтобы открыть пудру, нужно покрутить, и затем мы открываем. Здесь есть удобное зеркальце и вот такой прекрасный пуфик. Боже, он просто невероятно мягкий, при этом достаточно плотный. Я думаю, что будет хорошее покрытие делаться вместе с этим пуфиком. Кстати говоря, вы, возможно, обратили внимание на ее внешний вид. Здесь сверху изображена такая витрина традиционного такого цветочного сада в Китае, когда ты сидишь на веранде, и обычно у них окна вот с такими витринами были. И, собственно, это можно прочитать в каждой коллекции. Это пудра кушон, и поэтому внутри здесь вот такая тряпочка, поднимаем ее, и пудра рассыпается, скажем так, ну, в общем, рассыпчатая, что-то вроде этого. Я думала, что мне пришлют пудру, которая сбитая, ну, в общем-то, которую наносить нужно кисточкой. Обычно я пользуюсь такими, но мне интересно попробовать и что-то новое. Сейчас вы увидите половину моего лица с пудрой и без пудры, и обещаю то, что она очень хорошо убирает вот эту жирность излишнюю, при этом она легкая,
легкая и полупрозрачная. Даже учитывая то, что она белая, она не дает прям какое-то сильное отбеливание лица, но при этом она как бы подчеркивает и убирает какие-то недостатки. Румяна — это такая больная тема. Ой, такие симпатичные. Здесь какой-то вот мраморный такой рисунок. Я не знаю, правда, что это за материал. Хорошее зеркальце. И цвет мне прислали идеальный. Я люблю, когда они слишком розовые цвета. Все-таки немножко такой вот он приглушенный и при этом не слишком светлый. Мне вроде как прислали два одинаковых цвета, если не ошибаюсь. Но сейчас я на всякий случай это проверю. Ох, нет, оказывается, это другой цвет, и он какой-то сильно желтый. Я попробую нанести вам и сводчи покажу, ну и напишу обязательно свой отзыв, потому что, ну, обычно я таким не пользуюсь, если честно, цветом. Вообще очень большая есть вариация, поэтому обратите внимание. Давайте скорее перейдем к глазам, потому что уже невозможно томить, и эта палетка — это то, о чем, на что вообще, в принципе, я сразу обратила внимание. И у этой палетки есть даже сумочка. То есть, если вы будете заказывать, вы, конечно, можете бюджетно заказать вот так коробочку, сэкономили, но можно заказать в футляре, красивом виде сумочки. Выполнена во всех китайских традициях, вот это в форме веера. И обратите внимание, допустим, если кто-то увлекается какими-то китайскими, в общем, этими традиционными штучками, возможно, вашему близкому или вам понравится это. Я просто в восторге. Эти рефилы — это просто картина. В жизни это выглядит еще эффектнее. Эта палетка многофункциональная. Вы ее используете не только как тени для век, но также и как хайлайтер, и как бронзер. В общем, она для всего лица. И, честно говоря, пользоваться ей реально жалко, потому что, ну, это произведение искусства и не иначе. Вообще весь бренд — это произведение искусства. Кстати, на магните эти закрывашки очень красиво. Я правда в восторге. Как вот можно было не взять такой красивый бренд на рекламу? Я надеюсь, вы меня поймете. Просто нужно видеть это своими глазами. Я же вам говорила, что косметика будет необычная. И сейчас в руках у меня две помады, футляр которых выполнен из фарфора белого. Эта помада была выпущена в 2020 году. И этот фарфор символизирует традиционный китайский белый фарфор. И этот футляр, конечно, вообще не хочется, наверное, выбрасывать, когда закончится. Да и такой помадой, где изображены китайские традиционные рисунки. Вы можете увидеть здесь пионы, можно увидеть здесь людей, которые работают, также девушку. Вот, например, тут мужчина то ли играет на каком-то... нет, это он вроде как из ручейка здесь пьет. Но это что-то невероятное. И здесь у меня две помады с двумя разными оттенками. Сверху помады логотип бренда, но вокруг просто, картина. И закончим макияж мы на двух средствах. Это карандаш для бровей, который выполнен из прессованной пудры для бровей, а значит дает очень такое мягкое нанесение, очень легкое, какое любят как раз таки в Азии. Они особенно любят такие прямые брови, у них считается это эталон красоты. Они не сильно их зачесывают, и вы можете заметить, насколько действительно мягкий карандаш. Футляр безумно приятный, матовый. Здесь также изображены цветы. Кстати, помада ничем не пахнет. Я ожидала, что будет цветами пахнуть. А палетка? Палетка тоже ничем не пахнет. Ну ладно. Если вы не против, то обещание... Ой, боже, это что, действительно... Я в шоке, я никогда не видела такой щеточки, и я, если вы не против, прочитаю прямо с телефона. Это запатентованная насадка-щетка, она помогает создать четкие и чистые естественные ресницы. Это формула нового поколения, обеспечивает стойкость ресниц. Здесь травяная эссенция и, в общем, каких-то тут растений, такие очень сложные названия. Она защищает ресницы от вредных факторов, которые у нас на улице. Я обязательно протестирую эту тушь и дам вам сейчас отзыв. У меня получилось два макияжа, дневной и ночной.
Вообще я должна была рассказать об этой косметике всего там минуту-две, но извините, я не могу так вот прям за минуту все тут рассказать. Действительно интересный бренд, и мне не жалко им поделиться с вами, потому что косметика реально необычная. И дайте, пожалуйста, мне обратную связь в комментариях, какой из макияжей вам понравился больше всего. Если вы пролистали до этого момента, то знаете, что пропустили нечто прекрасное. Я дальше показываю свои покупки с Али, и это вот такой зеленый чехол. Я вообще заказываю его на Новый год, но сейчас зеленый в тренде, и вот такой темно-зеленый тоже актуален. Я подумала, а почему бы и нет? Но просто раньше для меня зеленый ассоциировался только с цветом елки. Далее у меня еще пришел красный чехол, но я думаю, его бессмысленно показывать, он абсолютно такой же. Также последними моими заказами стали вот такие красивые заколки. Чтобы вы понимали, я очень хотела себе такие заколки. Я просто мечтала, чтобы у меня была такая заколочка красивая, но покупать ее за 30 тысяч рублей, ну, извините, я как бы не способна на данный момент. Это прям большие траты ради одной заколочки Prada. И я решила, когда увидела их на Али, ну, почему бы и не заказать себе хотя бы заколку. Я не очень поддерживаю подделки сумм, каких-то крупных предметов, но вот заколки я, честно, могу купить и могу носить. И я вот первый раз заказала себе вот такую Prada заколку. Она очень похожа, у нее хорошее качество. Ну, естественно, я думаю, что она через время начнет либо, ну, как-то, как обычная бижутерия, как-то терять свой цвет и, возможно, корябаться. Но вообще-то у брендов все эти заколки, они тоже бижутерные, они не из серебра, и поэтому, возможно, качество точно такое же. Хотя, кто знает, может, краска хуже здесь. Также я взяла себе вот такую заколку Chanel, чтобы делать красивые фотографии. Так что, девочки, если вы видите, что у каких-то блогеров вот такие заколки, это не всегда может быть оригинал. Но я не говорю про каких-то ну, звезд прям совсем, я говорю маленьких блогеров. Вот такая заколка Gucci, очень тоже красивая, такая вот она коричневая, на солнце шикарно переливается, и вот эти стразики, что у Chanel, что у Gucci, на солнце отблескивают и красным, и зеленым, ну просто всеми цветами радуги. Мне это очень понравилось. Также на AliExpress, вообще в принципе в Инстаграме я увидела вот такую вот красивую картинку, где девушка с большим бантом и сзади написано Chanel. Я увидела на AliExpress этот бант, ну решила заказать, почему бы и нет. Стоимость этих заколок всего была по 200-300 рублей, поэтому я вообще не потратилась. Можно сказать, заказала проверить. Я не знаю, буду ли я часто носить это все в жизни, но фотографии я точно с ними сделаю, потому что все это выглядит достойно. Кстати говоря, не полное повторение, естественно. К примеру, на Gucci можно заметить хуже металл или другой немножко цвет. На Chanel вы можете увидеть такие вот бусинки перламутровые, которых вообще, по-моему, нет, ну или их не такое количество. Бант, естественно, не так хорошо стоит, но в целом все это выглядит классно. А вот ободок пришел просто ужасный. У продавца не было картинки, но были ободки, там же нельзя показывать именно бренд, да, и если я оставлю вам ссылки на эти заколки, возможно, невозможно, а точно они пропадут буквально через неделю, поэтому у вас есть реально пару дней, может даже один день, чтобы заказать эти заколки, потому что уже завтра они потеряются на просторах Алиэкспресса, бренд перейдет на уже другой магазин, они постоянно там прячутся. И вот это ободок Prada, который абсолютно не похож на оригинальный, он выполнен ужасно. Сразу видно, что это вообще далеко не оригинал. Лучше бы здесь вообще не было вот этого Prada значка. Хотя все выполнено достаточно аккуратно, но это совсем не то. Хотя, знаете, с какими-то, в принципе, образами можно надеть. Он выглядит объемным, но цвет мне, правда, не нравится. Если бы он был... Ну, короче, я заказала бежевый, а пришел какой-то, не знаю, молочный, что ли. Ну, в общем, я не очень люблю такой цвет. Возможно, у меня еще и поэтому такая резкая реакция на него была. А значок у Prada, он не настолько очевидный, то есть нет такой какой-то каемки. Обычно значок сверху ободка, он очень сильно сливается с самим ободком. И на солнце прямо не видно этого вот прямо логотипа Prada. Вот, то есть он такой аккуратный. А тут прям сильно отличающийся цвет. Также для фотографий я взяла себе перчатки. Не знаю зачем, я не особый прям такой эстет в плане таких перчаток, но вот что-то
что-то перемкнуло у меня, и мне захотелось такой супер женственности, вот чтобы вот прям на руке эта перчаточка сидела, а я была в каком-то красивом платье, держала чашечку кофе, не знаю, на балконе Парижа. Ну, в общем, вот такие мысли у меня были парижские в голове, когда я заказала себе эту перчатку. Здесь шикарная такая бусинка красивая, минималистичная снизу, она красиво спадает на руку, очень красивая такая вот, в принципе, каемка. Мне очень нравятся вот эти швы на пальцах. Они каждый пальчик отделяют друг от друга. И мне реально без этих вот разделений нравятся перчатки меньше. Это такой вот прям хороший, красивый, декоративный элемент, который только украшает перчатки. И вы можете увидеть такие еще черные есть на Али. Но вот эти белые, они смотрятся благороднее всего и выглядят, ну, супер эстетично. Кроме того, я заказала еще 2 ремешка себе на Apple Watch. Я ношу их постоянно, на регулярной основе. Обычно у меня оригинальный этот ремешок резиновый. И спать в нем не очень удобно, а сплю я в часах, потому что отслеживаю свой сон благодаря приложению. И поэтому я заказала себе вот такую резинку мягкую. Лайфхак для всех, кто носит Apple Watch. Если вы спите в них или носите их дома. Вот в такой резинке рука не потеет, очень легко прилегает часы к руке, к запястью. Мне очень удобно. Резинка, естественно, изнашивается достаточно быстро, потому что везде задеваются. Ну, это так же, как и с резинками для головы. Но очень удобно, безумно комфортно. Я вообще не знаю, как я раньше ходила с резиновым ремешком дома. Мне гораздо удобнее вот с таким ремешком. И еще вот такой новый ремешок, который имитирует обычные весомые такие часы. Также с этим ремешком можно заказать себе сразу регулятор и убрать ненужные звенья. Этот ремешок выглядит стильно, и впервые увидела я его у Памелы Рауф. Вот столько много всяких женских штучек сегодня, еще и красивущая косметика. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, обязательно оставьте палец вверх, напишите в комментариях, какой макияж больше всего понравился. А вообще товары и все ссылки на них будут в описании. Не забывайте пользоваться кэшбэками различными. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на мои другие социальные сети. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы меня дождались. Мечтаю, действуйте и никогда не останавливайтесь. Всем пока-пока!